Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Приветствую вас на канале. Помидоры хорошо завязались, идет активный налив плодов, и чтобы не лишиться части урожая, пришло время провести профилактическую подкормку и обработку томатов от вершины гнили и фитофтороза. Повреждение плодов томата вершины гнилью усиливается с наступлением жары. Высокая температура, хорошая освещенность при недостатке влаги корневой системы приводит к недостатку кальция. Из-за этого и развивается болезнь. Стоит упомянуть, что вершины гнилью поражаются не все сорта томатов, поэтому, чтобы забыть о вершинке, можно подобрать сорта, которые ей обычно не поражаются. Во время завязывания и развития плодов необходим регулярный полив, чтобы влажность грунта была на уровне 70-80%. Избыточное количество азота ускоряет рост растений и плодов, а поступление кальция не успевает за этим процессом, и недостаток кальция сказывается на образовании вершины гнили. Для снижения вероятности заболевания растений вершины гнилью после высадки рассады в грунт проводят опрыскивание кальциевой селитрой. А сейчас, во время налива плодов и начала плодоношения, внесение кальциевой селитры недопустимо. Азот, содержащийся в кальциевой селитре, вызовет рост зеленой массы и растение зажирует. К тому же избыток азота сам по себе вызывает вершинную гниль. Вершинная гниль – это кальциевое голодание. Отличительным признаком заболевания является образование на кончике плода темного пятна, которое постепенно превращается во вдавленный пораженный участок темно-коричневого цвета. Причина заболевания – неправильная агротехника и условия выращивания. Вершинная гниль плодов томата часто возникает при чередующихся периодах высокой и нижней влажности почвы, а также во время быстрого роста растений. Образование вершинки в жару можно избежать поливом или укрытием почвы мульчей для обеспечения растений влагой. Для профилактики и лечения от вершины гнили нужно обеспечить растение кальцием в растворимой и быстро усваиваемой форме. Для этого я буду использовать кормовой мел. Мел содержит в своем составе кальций 38% и кремний 5%. Остальные компоненты содержатся в ничтожной форме, в расчет их брать не будем. Для приготовления раствора я беру 4 столовые ложки мела, добавляю к мелу 100 грамм 9% уксуса. Уксус переводит мел в быстро усваиваемую растениями и быстро растворимую в воде форму. Мы получаем ацетат кальция. Уксуса здесь так мало, что к закислению грунта эта подкормка не приведет. Мел должен полностью раствориться перед тем, как его выливать в воду. Для профилактической обработки томатов от фитофтороза я добавляю 1 таблетку биопрепарата Аллерин-Б. Это биопрепарат с действующим веществом Bacillus subtilis, сенная палочка. При его применении на томатах фитофтороза у меня нет. Таблетку аллерина растворяю в смеси мела с уксусом и выливаю в 12-литровую лейку. Также можно это количество подкормки развести в 10 литрах воды. Для подкормки я использую 1 литр подкормки на 1 куст томата. Перед подкормкой обязательно растение нужно полить. Таким образом вношу подкормку под все кусты томатов. Такая подкормка предотвратит появление вершины гнили на ваших растениях, а добавление в раствор биопрепарата с сенной палочки будет подавлять развитие фитофтороза. Вершины гнилью также могут поражаться и перцы с баклажанами. Их можно тоже обработать таким раствором.
Вместо мела можно использовать и доломитовую муку. Помимо кальция она содержит еще и магний, что тоже очень любят посленовые. Я надеюсь, информация для вас была полезной и своевременной. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь своими успехами и полезными советами в комментариях. Всем удачи, увидимся!